Всем привет! Канал РТС Сибирь. Работа глазами водителя транспортной компании X5 Транспорт. Я в очередном рейсе по городу Новосибирск, Новосибирской области. Вот. Везу сейчас 3 магазина пятерочка. Вот. Время вечернее, уже темнеет. Магазины, значит, получаются 2 обычных, 1 выгрузка, самовыгрузка. Погода хорошая, сухая. Насекомые, правда, надоели. Иди отсюда. Этот муха-беспилотник надоел, летает тут в кабине. Вообще капец. Так вот на базе поспать вот 2-3 часа, и то нормально не можешь. Надо закупориваться полностью, врубать кондеры, и только так, больше никак. Мухоты — это пипец. Вот так вот люк открыл немного, посидел, задремал. Потом такое в кабине происходит, просто такое ощущение, как будто ты скоро с ними полетишь. Они тебя просто толпой возьмут и через люк выкинут. Под этот звук. Вышел я с больничного. У меня так получилось, что больничный неделю, потом неделя выходных, потому что в график надо было встать. Ну и все, и вот неделя я уже сейчас дорабатываю. Да, эта неделя мне что-то как-то не очень бодро далась, поэтому я даже особо не записывал, честно. Вот только сейчас вот решился записать. Наконец-то я выспался, потому что сон у меня каждые сутки по 3 часа. Еду, лепит постоянно, хоть я и местные рейсы вожу, чисто городские сейчас. А в том-то вся и проблема, когда ты возишь местные, тебе сна меньше дается. Вот и все. Когда, допустим, на дальняк отправляют, там ты можешь поспать. Туда, допустим, едешь, часа 4 сна, и обратно едешь, часа 4-5 сна. А когда ты город катаешь, я вот в сутки там по 3 рейса, допустим, выкатываю. У меня на все про все 3 часа отдыха на сутки. 4 это, конечно, громко сказано, потому что пока ты помоешься, умоешься, покушаешь и все такое, все твои 4 часа превращаются в 3 часа. В лучшем случае, как бы не в 2. Вот. Но первые дни-то еще как-то бодро, а потом уже на 4-й, да, напоминаю, я 7 дней как бы работаю, на 4-й, на 5-й день тебе уже начинает это все накапливаться, тебя начинает это лепить. А еще скорость вот это 75, еще такую скорость интересную выбрали для перемещения. Ну, у нас же ограничение стоит как бы 75 по трассе. Это такая скорость, под нее хорошо засыпать. Вот так вот едешь, кайфуешь. А еще когда этот круиз-контроль врубаешь, то есть ногу вообще с педаль убираешь, просто рулем управляешь, окно открываешь, ветерок, хорошо. Так, все, ладно, я дреману, чуть позже выйду на связь. Но началось. Что, нельзя поспать, что ли? Потом расскажешь сама, там, левее, правее возьми. Тормоз, газ. Договорились? Я-то знаю теперь, как эту хрень троллить. Она реагирует на открытие рта. То есть я даже просто сейчас рот открою, она будет орать, типа, вы зеваете. А там, он, видите, вообще динамик он залепили скотчем, чтобы не слышать. Кстати, она меня тут 1 раз разбудила, когда сегодня я ехал, предыдущая ночь. Еду, залепила меня, она меня разбудила. И не только она, мне потом еще оператор позвонил: Алексей, вам надо поспать.
Я говорю, ну на том свете выспимся, а сейчас пока надо это работать. Нет, шутка как бы. Лепит жестко. Ну ничего, потерпел немного. Разгрузил, потом обратно вернулся, лег, выспался и все. Благо выходные дни. В будние дни, конечно, еще пробки эти нафиг собираешь. Вообще не успеваешь нифига. Планировать вообще не вариант. Вот ты думаешь, сейчас будешь планировать свой сон там, ага. Заявку сделал, едешь обратно, у тебя бац, пробка, там еще какая-нибудь фигня. Поэтому не знаешь, поспишь ли ты или нет. А времени дается мало. Вот. А спим бывает вообще даже на погрузке. Вот нам всегда предъявляют, что мы на погрузку не ходим. Блять, вот тебя бы туда невыспанного посадить. Что ты выберешь, сон или погрузку? Конечно, сон, бля. Я лучше в кабине посплю эти 20 минут, сколько он там грузит. Чисто из-за этого и не хочешь на эти погрузки. Как бы это дураку понятно. До первого магазина ехать 25 километров остается и 27 минут. Так, я должен там буду быть где-то половину 11 вечера почти. Да, по навигатору показывать. Буду там в часов 10. Ну, как бы на полчаса должен время выиграть. Так, какие еще моменты? Ну, это финальный магазин, это финальный рейс. Все, я домой на неделю отдыха. Также у меня есть игровой канал, кому интересно, помимо как бы серьезности, можно и о несерьезности. По-моему, в интересных он добавлен у меня, в рекомендованных там где-то внизу, кому интересно. Называется Patriot Sip Games, игровой канал, я играю в игры, да. Взрослый дядя играет в игры, ай-яй-яй-яй-яй. Нет, надо лучше этого, сидеть новости смотреть и плакать. Не, игры, вот лично для меня игры, они меня отвлекают от реальной жизни, и мозг отдыхает от этого говна всякого, который сейчас происходит у нас на данный момент. Вот. А как не заглянешь в эти новости, там кого-то убили, там задавили, там что-то ограбили, там что-то взорвалось. Романтика, что? Поэтому виртуальный мир все-таки, вот все думают, вот почему многие люди окунаются в виртуальный мир. Потому что там нету заморочек, там нету вот этого всего. Просто сиди, балди, играй, кайфуй, все. Я считаю, вот лично для себя извлек такой вывод, что в моей работе самый лучший отдых — это прийти и просто оторваться от реальности, и все. Тогда и мозг отдыхает. И да, кстати, там и пострелять неплохо можно. Вот если бы люди бы играли в эти игры, стреляли бы, они бы, может, бы и не воевали, кстати. Там достаточно войны, можно неплохо и на танке покататься, и на самолете полетать. Тогда и в жизни не надо с этим автоматом бегать. Вот и все. А то, что вот они все такие, ну, некоторые, вот, игры это говно, я лучше пойду так с автоматом побегаю, блядь. Ну да, так-то интереснее, наверное. Сколько вот всегда говорю, как бы на своем канале игровом, пускай и эти войны будут только на экранах. Вот и все. Что тут мост ремонтируют? Да, сейчас у нас в Новосибирске очень много ремонтов. Где-то дороги, где-то мосты, все. Кстати, также в городе проблемы с сантехникой, с трубами, вот этими, которые самые основные под городом, так сказать. Где-то, да, что-то короче, там все надо менять, все старое уже, блядь. Всему приходит когда-то конец. Так, ну, магазины мне эти снимать не придется. Все они с персоналом. Вот, какие еще моменты? Да, очки эти скоро могут признать шпионскими, наверное. Благодаря некоторым ребятам, блядь,
который начинает чудить. Я что-то слышал в интернете, короче, сейчас вот эти очки, которые я сейчас записываю, работу, некоторые используют их в корыстных целях. И вот из-за вот этих некоторых их могут реально запретить, к сожалению. Хотя очки очень удобны для водителя. Не надо отвлекаться. Вот куда ты смотришь, туда и камера смотрит. Люди, он клещей собирают. Грибы, я хотел сказать. Я что-то последнее время в лес вообще не хожу, не знаю. Что там хорошего в этом лесу? Клещи да комары, блядь. Сейчас он все просто и легко. Сходил он в магазин, купил этих грибов и готовь. Ничего ты не понимаешь в романтике, да? В природе. Да, вот у нас проблемка тут одна в Новосибирске, не знаю, как в других регионах. У нас очень много клещей. Поэтому не вариант. Не, ну почему люди ходят все равно? Как эта поговорка-то? Волков боятся в лес не ходить, да? Да, погода прям пипец. Что июнь жаркий был, сейчас июль уже тоже жаркий. Лето прям такое вообще жаркое. Вот, ребята рыбачат. Ловись, рыбка большая и маленькая. И хитрая и удаленькая. Аварии, очень много аварий. Просто такое ощущение, как будто у нас на дороге больше гибнут людей, чем на войне, наверное, блядь. Просто насмерть. Каждый день, как не новость, насмерть, 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 насмерть. Честно, уже как-то, не знаю, это уже как классика вот эта. Новость открываешь, разбились. И все лоп, 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 лоп. Грузовикам-то похер. А легковушки-то в грузовик, когда влетают, от них ничего не остается. Ну вот, уже получается в августе ровно будет 2 года, как я работаю в этой компании. Пережил я 2 сезона, 2 года точнее, и 8 сезонов, да? 2 зимы я пережил уже. 2 весны и 2 зимы. Это вот самые такие, самая сложная такая пора. Где-то буксовал, где-то подъехать не мог. Да, работа у нас веселая. Но самое главное, так сказать, не опускать нос. Можно и поругаться, можно и поплакаться, как обычно иногда я делаю видео. Но все равно идем вперед, как бы. Стараемся все равно выполнять задачи. Бегать, прыгать тоже по этим работам я как-то не любитель. Я вот остепенился, сел здесь. Да, у нас перемены тоже, оплата меняется, все меняется, тарифы меняются. Сейчас вот народу поувольнялось достаточно тоже. Уже замену нашли. Поэтому, знаете, иногда кажется, вот ты идешь одной дорогой, просто испытания вот эти проходят и все.
Главное их пройти. Ну а насчет роликов, вот насчет роликов, что могу сказать. Кто-то думает, что это так легко бегать с этой камерой. Не, ну если ты ни хрена не делаешь, если у тебя хороший режим, ты высыпаешься, все, почему бы и нет. А другое дело, когда дается вот тебе 3 часа, блядь, в сутки спать. Вот и попробуй записывать в таком состоянии. Тут как бы на дорогу-то внимания не всегда хватает. Вот. Опять вот я сейчас жалуюсь. Нет, я не жалуюсь, я говорю, то, что вот ролики, чтобы записать, это, во-первых, эти кадры надо как-то еще начерпать. Бывает, блин, пипец, даже из кабины вылазить лень. Ну а насчет магазинов, так тем более, все эти танцы, пляски. Вот, допустим, с камерой я записываю, работаю дольше. Либо я быстренько выгрузился и поехал, либо мне приходится вот эти пляски с этой зарядкой постоянно. Запишешь пару кадров, она сдохнет, запишешь пару кадров, она сдохнет. В основном эти сложности вот, с БКП. Короче, я к чему? Надо прикупать оборудование дальше, чтобы записывать лучше тоже. Вот, на данный момент пока только в износ себе только с этой камеры. Во-первых, надо брать еще камеру эту дополнительную, чтобы я мог еще в кабине, если что там, не знаю, там рассказывать, да, как на вебке. Ну и, наверное, надо будет взять ноутбук. Тогда я смогу сразу какие-то видео сбрасывать, потому что бывает памяти не хватает. Ну, либо приходится ее экономить, некоторые кадры даже не записываешь. Сложность еще в том, то, что батарея здесь несъемная. Если бы ее можно было, допустим, хоп, посадил, хоп, поменял быстренько, пока та заряжается. А тут они сядут и все, и некоторые моменты вот ты записать не можешь. Так что, ну, я вам так скажу, это любительский контент, как бы. Не знаю, почему вот на работе, кстати, вот сейчас люди тоже, вот они узнали, они думают, что прям великое блогерство. Ну, нет, это просто любительский контент, просто как бы. Если бы я бы хотел бы от этого контента что-то прям воу, там развиться дальше, да, там, наверное, сейчас бы мы бы и стримы проводили, и все. А тут даже стримы-то не проведешь, потому что это надо стабильный интернет. А в нашем случае сейчас, на данной ситуации, когда, блядь, все взрывается, ну не все, но местами, да, вообще съемки опасны, блядь, в прямом эфире. Я извиняюсь, что я матюгаюсь, но оно так на самом деле и... Я же как бы ездю-то, у меня в кадры бывает попадают и не только гражданские объекты, поэтому я их вырезаю. А если ты прямую трансляцию будешь вести, ты только спалишь все. Ну, нет, увы. Поэтому я говорю, я контент веду в любительском режиме, в ограниченном режиме. Вот. Ну, рад тем людям, кто подписаны, как бы понимает это все. Не ноют в комментариях, там это не это, то не так. Ну, блин. Пока что есть. Ну, вот и подъезжаю я к первому магазину. Время уже 10 вечера, вечереет, темнеет уже потихоньку. Так, что у нас тут? У нас тут суета. Так, давай вот так сделаем. Что, объедут? Давай. Да, мы приехали.
Маленько к парковке приближусь. Это ночные магазины, они работают и ночью. То есть помимо как доставка, он еще сам магазин ночью работает. Все, захожу на площадку. Смотрю в камеры, тоже в зеркала. Да, камеры есть, но зеркала все равно используешь. Без этого никак. Оп. Все, маленько приблизился. Теперь надо машину выровнять. Маленько подровнялся. Все, машину подровнял. Теперь смотрю в этот дисплей, чтобы борт правильно подкатить к пандусу. Так, колеса надо выровнять. Что там, он уже люди выходят. Достаточно. Как-то так. Видите, вот как тут снимешь? Они везде. Вот куда не пойдешь, везде кто-нибудь. Я же не могу бегать, разговаривать. Они подумают, что я дебил. А я не хочу быть дебилом. Поэтому вот как могу, так снимаю. Так, ну что, маленько машину приопустим, заднюю часть. Оп. Есть естественная кнопка, которую стандартно пускает, а есть пульт, если прям сильно надо опустить, либо поднять. Так, фары вырубаю. Все-таки, я думаю, надо маленько это протянуть вперед. Близко подъехал. Я вам даже так скажу, я постоянно во внимании, я не могу ничего нормально записать. Меня помимо как вот в этих камерах мониторят постоянно, меня и люди мониторят, я не знаю. Может, они в кабине своих людей ищут. Постоянно следят за мной. Что мне делать? Это я опять вспоминаю этого психолога. Когда медкомиссию проходишь, вам кажется, что за вами следят? Да. Но все, вы дебил негодный. Вы псих. Так. Надо идти работать. Я вообще в трусах гоняю. Ну жарко, я что, виноват, что ли? Ладно, шутка. Без трусов. Магазин выгружен. 6 палетов выкатили. Блин, я удивлен этому магазину. Он как бы тоже электророхля, там все. Площадка все четко, как бы. А он не сама выгрузка. Бывает же такое.
суета пипец. Не вылезешь с этой камерой. Народу, ё-моё. Сегодня выходной день. О, рыжий кот. Или кошка. Рыжий. Ну что, двигаемся дальше. Вот так вот летом и работаешь, расслабляешься, кайфуешь. Везде можно подъехать, по 3 рейса, по 4 в день делаешь. Привыкаешь к этой всей теме, да? А потом вот так вот сезон, зима, и все, и в пролете. Я просто вспоминаю опять зиму, вот нынешняя, предыдущая, которая была-то, блин. Это было грустно. Просто весь день на одном магазине. Это жесть. Просто фишка-то в том, цены-то не меняются. Сезоны меняются, а цены, тарифы нет. Одно дело, ты, допустим, в день 3-4 там рейса, да, делаешь. Ну, если спать не хочешь, то 4 сделаешь. Либо ты один рейс делаешь, разница, да? А сумма-то идет от рейсов. У нас идет за это заработок от рейсов, да. Не будет рейсов, ну, будешь получать там оплату за день какую-то, за открытую путевку. Ну, это тоже как подстраховочный вариант, чтобы вообще без денег не остаться. Вот так вот. Работы, допустим, нету, да. Я вот что думаю, надо разнообразить наш контент на канале, наверное. Помимо как дорожного, надо что-нибудь такое информационное, чисто по приколу сделать. Чтобы хотя бы в прямой эфир выходить и общаться с людьми. Вот. Ну, опять же, я пробовал такую тематику. Какую-нибудь программку там обсуждать или что. Ну, просто видите, сейчас программки... Ни одну программку не обсудишь, они сразу жалуются. Для них это же, если ты эту программку не будешь хвалить, она же это обидится на тебя. Вот так вот. Я как-то пробовал такую тему, у меня даже нарезки на канале есть, я там программы комментировал, там в основном смеялись. Да я не могу их серьезно комментировать, особенно вот эти программы всякие, там, беременна в 16. Какие еще там программы были? Давай поженимся, вот это все. Не знаю, я так там начинаю ржать. Для меня это вообще прикол какой-то. Я как вспомню. Ну ничего, надо будет еще как-нибудь попробовать. Наверное, не знаю, пока... Ну, видите, у нас такой контент здесь, он немного узковатый. То есть здесь приключений особо нету. То есть приключения, если ты только сам в них будешь влазить, блядь. А так, ну, нету приключений здесь.
И желательно бы вообще без них, потому что у тебя ответственная работа. На этой машине ты особо приключений не поймаешь. Только зимой, если где-нибудь буксуешь. Пятерочки эти, ну я уже сколько раз он их записал на канале, кто не первый ролик смотрит, ну, ничего особенного в них нету. Магазин. А вот в самих пятерочках бывают ситуации интересные, да. Людишки-то всякие есть чудные, которые любят что-нибудь стащить. Вот это забавно, конечно, на камеру смотреть. А самое интересное, это когда их ловишь. Ну, как бы я-то их не ловил, я просто видел, как их ловят. Да, магазины, супермаркеты, они сложны тем, что там постоянно идет воровство. Постоянно. В любой магазин зайдешь, спросишь, у вас воруют? Да, конечно. Кто-нибудь да где-нибудь да и ворует. Вот и все. Что мне дорога не нравится здесь. Прикинь, меня ГАИ остановили. Первый раз за все время, сколько я работаю на этой работе, меня первый раз ГАИ остановило. Офигеть. Такое бывает вообще. Я вообще в шоке. Не, ну меня как-то они пытались... Что, блин, с дальними едешь, что ли, я не могу понять. Они меня как-то пытались остановить, но там он просто посмотрел на бренд пятерочки и все, он не стал больше останавливать. Ну, то есть он палочкой махнул, а потом хоп, рукой езжай. Потому что у нас и так контроль полный идет. У нас, конечно, бывает, водители там в дороге засыпают. Вот, ну, как сказать, с кем не бывает. Чтоб там пьяными ездили или еще какую-нибудь ерунду творили. Такого у нас нет. Поэтому к нам как-то нет вот этого отношения, что мы какие-то там распиздяи. Вот тут этот молодой он был парень. Ну ладно, что, может учиться, что? Ну показал права, показал документы, все в порядке. А что? Техосмотр я вот проходил месяц назад. Что еще? Всякие... А страховку обновил, все, документы в порядке, права всегда при себе. Да, кстати, сейчас в этом году права буду обновлять, мне как-то продлевали. Права надо будет обновить, ну. Сейчас в отпуск, я, кстати, в августе в отпуск иду, и все, и там все буду делать, обновлением заниматься. Такие вот дела. Так, до места назначения, до второго магазина остается меньше 10 минут. Ремонт дороги везде, смотрю, да? Впереди несколько лежачих полицейских. Да. В смысле, я вот стоячих видел, недавно они меня остановили. Сейчас еще лежачие. Типа в засаде, что ли? Кто? Витаминка? На остановке витаминка. Витаминка, название такое. Витаминка, аскорбинка, таблеточка.
Сейчас сюда заеду передом. Подровняюсь чуть жопой туда. Пока сзади никого нет. Да, еще подожду, пока там потупят некоторые. Поехали. Тихонько. Стоять. Вы приехали. Да. Блин, надо круче еще взять. Тут движняк, правда, такой. Так-то я приехал, ну. Сейчас еще туда маленько заберусь. Смогу. Давай, 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 давай. Опа. Так, вот теперь надо пересечь дорогу так, чтобы меня не пересекли. О, ну да, конечно, конечно. Все, я теперь заезжаю, моя очередь. Да там кто-то выбираться собрался. Так, ну, как-то так. Это я просто сейчас вот так решил поехать. Может, как-то по-другому кто-то сюда заезжает. Вот так вот в столб жопой. Ну, мне так не понравилось. Не понравилось бы. Я решил так заехать. Вообще здесь не было этого столба раньше. Когда я последний раз здесь был, по-моему. Ну и вот остается у меня финальный магазин. Который, скорее всего, находится в самом городе. Девчонки, видите, по углам темным ходят. Смелые. В
наше время-то с дураками-то, которые, ну, вы сами понимаете, о ком я, только по углам ходить. Крутой поворот налево. Че молчишь? Давай, давай. Вы издеваетесь за рулем. Проследуйте к месту отдыха. Вы издеваетесь за рулем. Проследуйте к месту отдыха. Вы издеваетесь за рулем. Проследуйте к месту отдыха. Да тебе показалось. Я не зевал, я просто я ёперный певец. Я хотел исполнить, а ты это зеваешь. Я хотел, может, вот так вот сделать. Впереди несколько лежачих полицейских. А чё, если рот открываешь и звук издаешь, она, короче, тебе это ничего не говорит. Короче, непонятно. Этого робота, я его еще познаю. Хочу его отключить как-нибудь. Но нельзя. Время 23:43. До места назначения ехать меньше 20 минут. Остается финальный магазин. И все, я поеду на базу спать. А завтра я меняюсь, и все, и выходные дни. Такс, я не знаю, там ГАИ будут еще стоять, нет? Если будут, что, они меня еще раз остановят? Ну, как-то странная какая-то остановка. Ни тахограф не посмотрели, ничего. А смысл останавливать грузовую машину, не посмотрев тахографа?
Просто парень, скорее всего, еще неопытный. Ну а что у него старший стоит человек? Но у меня как-то тоже был случай, я ездил еще когда Кемерово у нас было. Мы раньше часто ездили в Кузбасс. Это Кемерово в сторону Томска туда. Ну и тоже еду, стоит экипаж, 2 человека. Один палкой машет, а другой что-то там, я так понимаю, один помоложе, другой постарше, поопытнее. Один всех подряд стопорит, а другой хоп, одного отпускает, второго отпускает. Я только к обочине прижимаюсь. Он этот бренд у меня слева видит и рукой махает. Езжай, езжай, типа все. Ну, видите, ночью не видно, что пятерочка. Может вообще как бы... Ну, нас очень редко останавливают, потому что мы не хулиганим. Блин, там поезд сейчас еще придется стоять, походу. Дорожный переезд. Вот они стоят. А, так тут их даже это... Тут их 3 даже. До сих пор стоят, ну. Ту-ту. Чих-пых, 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 пых, чих. И до утра так будет сейчас, походу. Сейчас такой это... Вагоны катит. Ой. Вынужден прервать съемку пока. Здесь тоже серьезно, ребят. Что-то прям я тут это... Между ДПСами желание загадать, что ли. Сегодня, походу, рейд какой-то. Так вот, а насчет поезда. Сейчас будет туда-сюда кататься. Колею накатает, тогда поедет. Ладно, ждем. Дорожный переезд. Вы снимаете за рулем. Проследуйте к месту отдыха. Вы снимаете за рулем. Проследуйте в канал для стримов. Ну да, я снимаю. Чик такая. Ой, снимите меня, я тоже хочу звездой стать. Ну сейчас-то я уже сам зевнул. Че начинаешь-то? Уже зевнуть нельзя просто. Пипец, блин, ни шагу назад вообще. Ни в бок, ни влево, ни... Через 600 метров на светофоре поверните налево. Налево. Все, что-то меня лепить начинает. Может, я расслабляюсь уже, понимаю, что финальный магазин. Финальный, так сказать. Это очень... Впереди камера на полосу. Я бы сказал, даже громко может. Впереди камера на Да разметку. замолчи ты, ё-моё. Поребрик, помойка, остановка, фонарик, дерево, трава, блядь, все перечисляет. Скоро это будет, наверное. Вот только на мысль настроился, только волну поймал, и этот робот. Поверните налево. Впереди камера контроля перекрестка. Поздравляю. Поздравляю с камерой контроля перекрестка. О. Так, пропустим грузовичок.
Так вот, мысля-то какая. Финальный магазин, финальный рейс. И все, и выходные. 7 дней отработано, 7 суток отработаны. 7 дней отдыхаем. Для тех, кто не понимает, что такое 7. 7 это полностью суток. Через 600 метров на светофоре поверните направо на улицу Объединения. Это вот именно просто 7 дней работаешь, живешь в машине, в любой момент выполняешь рейсы, в любую погоду, в любое время. Вообще нету конкретного расписания рейса. Ты можешь утром рано поехать, можешь вечером, днем. Ну, вообще дается 3 рейса. Ночной, утренний и дневной. Приезжаешь к вечеру, отдыхаешь, если успеваешь 3 часа. Дальше опять пошли. Ночной, утренний и дневной. Вот так вот. Вот в таком темпе работаешь, если ты городские катаешь. Я вот городские сейчас начал катать. Вот я и сплю по 3 часа, по 4. У меня вот только вчера получилось поспать нормально. А так я по 4 часа, и то, если повезет. Допустим, вот позавчера у меня была возможность тоже, но я кабину открывал проветрить, ко мне мухота это позалетала, блин, я задолбался с ними тут воевать. Так, а чё я стою-то? Как я люблю вот это. Я думал, здесь пробка. Это очередь на заправку, блядь. Пипец. Но я думаю, выходной день, воскресенье, думаю, что тут за колонна-то стоит. А не на заправку вон. Кстати, по поводу заправки. Наша машина считается спецтранспорт. Впереди камера контроля перекрестка. Я по идее вообще могу вне очереди заехать и заправиться. Но... Поверните направо. Ну так как у нас люди соблюдают все правила, вообще похер, какой ты там спец, не спец. Тут, наверное, полицию со скорой не всегда пропустят. Поверните направо, во двор. Ага. Сейчас поверну. Так, давай пропустим, сзади там едет. Пускай проезжает. Место веселое, скажу так, потому что там надо машину выровнять так, чтобы ты смог хорошо подъехать к пандусу. Высокий пандус, плюс там надо аккуратно быть с поребриком, может, чтобы поребрик не зацепить. Так, вроде захожу нормально. Чтобы 10 раз рулем не крутить, не вертеть. Машин нету. Все, подравнялся. Вот здесь теперь можно и крутануться. Все, аварийки здесь уже не понадобятся. Вот он, поребрик начинается слева. Ёп, что такое? Это туннель в подземный мир. Называется яма, да? Вот он идет. Тут нам надо как-то так вот вдоль этого поребрика, не зацепляя его, подъехать к пандусу. Фишка в том, что он ни хрена не освещается, этот поребрик. Так,
Что, не вошел сразу. Вот вижу, по камере не вхожу. Значит, маленько беру сюда. Так, чтобы поребрик не зацепить, приходится подравниваться. И туда жопу заносить. Оп. Ну чё, как-то вот так встал. Меня там уже встречают, ну. Пойдем встречаться. Ну, еще пока не все. Надо будет еще приподнять заднюю часть, наверное. Не знаю, хватит ли подъема, нет. Пойдем глянем. Ну вот, как-то так. Это был финальный магазин. Все магазины нормальные, подъездные. Без приключений, все хорошо. Кондер маленько врублю, пускай кабину охладит. Так, это мне не надо, это я вырубаю. Все, холодильник вырубил. Даже немного вторсырья забрал с собой. Надо будет его доставить в место назначения обратно на РЦ. Такие вот дела.
Вот и наступила ночь. Время 12:30. Сейчас пока доеду до базы. Пока подготовлю машину к сдаче. И все, на утро я еду домой, отдыхаю. В выходные дни я провожу стримы на игровом канале. Кому интересно, можете приходить. Игры разные. Не только игры, которые какие-то там пустяковые стрелялки. Есть симулятор самолетов. Такой серьезный на наших штурмовиках Су-25. Вот. Ну, в общем, игры интересные. Так сказать. Не мультяшки. Не, есть, конечно, и веселушка какая-нибудь, чисто поржать на расслабоне, а есть такое, где надо и подумать. Ну, а это был канал РТС Сибирь. Работа глазами водителя в транспортной компании X5 Транспорт и доставка магазинов «Пятерочка» в городе Новосибирске. Всем всего хорошего. Пока-пока.